Стрельцы, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на июль 2025 года. И сразу напоминаю вам, смотрите гороскопы правильно, не только по Солнцу, то есть по знаку зодиака, который вы знаете, но еще и по асценденту и Луне. Если для вас тяжело как-то это сопоставлять, потому что у вас все три знака разные, тогда смотрите сначала на асцендент и Солнце. Они показывают, какие события в жизни проигрываются. У кого-то больше по Солнцу, у кого-то больше по асценденту. Чаще всего асцендент показывает реальные события в жизни, которые происходят. Чаще всего какие-то важные события в жизни. Если вы не знаете свой асцендент или Луну, пишите в комментариях полную дату рождения, обязательно точное время рождения. Без него невозможно выяснить асцендент. И точное место рождения, не просто страну, как вы пишете, или там кто-то пишет Южный Казахстан, Северный Казахстан. Пишите, пожалуйста, конкретно, где вы родились, или рядышком город с вашим населенным пунктом, ближайший город, чтобы я для вас рассчитала. Я бесплатно для вас все посчитаю, отвечу вам, на все комментарии отвечаю. Если моего ответа вы не видите, значит, вы написали комментарий под чужим комментарием, уведомления мне не приходят. Всегда пишите отдельным новым комментарием, не отвечайте ни на свои, ни на мои снизу. И еще тем, кому я не ответила в мае-июне под гороскопами, значит, YouTube мне не прислал уведомления. Не обижайтесь, пишите повторно, я всем все рассчитаю. Да, и кстати, некоторые пишут, что вот повторный запрос, я захожу, мне показывает прошлый комментарий человека, и там есть мой ответ, который висит уже 4 недели. Вам, скорее всего, YouTube тоже не присылает уведомления, поэтому заходите вручную, проверяйте под тем видео, где вы спрашивали, уже давно должен быть мой ответ. Итак, в июле у нас происходит несколько важных астрологических событий. Главное астрологическое событие месяца, скорее всего, еще и года, не только месяца, это переход Урана в знак Близнецы. Уран меняет раз в 7 лет свой знак, а в знаке Близнецов он был последний раз 84 года назад. На ближайшие годы перемены начнут происходить через ваших партнеров, отношения, окружение и союзников. Все, что вы считали стабильным или понятным в личной жизни, в деловом партнерстве, может неожиданно поменяться. Это может быть и резкий разрыв, и неожиданный союз, но в любом случае обновление начнется именно здесь. Также в июле Сатурн разворачивается в ретроградное движение, и это включает важные вопросы, связанные с детьми, с личным творчеством, романтикой, рисками, хобби, личными делами, если у вас есть собственный бизнес, и тем, что приносит вам радость. То, что раньше было игрой, теперь потребует от вас структуры. А также в июле, ближе к концу месяца, Меркурий разворачивается в ретроградное движение в знаке Льва. Это время пересмотра старых знаний, взглядов, планов, связанных с заграницей, с образованием или путешествиями. Возможно, вы по-новому увидите свои мечты и цели, связанные с расширением горизонтов. Пока вы смотрите этот прогноз, хочу напомнить, что астрология, как и любая другая работа, это всегда работа с энергиями. Я вкладываю в эти видео свои знания, свое время, свою энергию, чтобы рассказать вам, какие астрологические события вас ждут, помочь вам разобраться, как лучше прожить этот месяц. А вы в ответ можете поддержать меня подпиской, лайком и комментарием. Это ваша форма благодарности, вклад в этот наш с вами энергообмен. Это очень ценно для меня, и спасибо вам большое за это. Кстати, я знаю, что 80%, раньше 90%, сейчас 80% смотрят меня без подписки. Подписывайтесь, пожалуйста, и ставьте лайк. Это всего лишь секунду времени занимает. Лично я, когда что-то ищу на YouTube, неважно, досматриваю я до конца видео или нет, если я его уже открыла, я сразу ставлю лайк, а потом смотрю, интересно это для меня или нет. И для тех, кто в комментариях постоянно спрашивает, как со мной связаться, я в каждом видео говорю, что у меня есть Instagram. В описании под этим видео в конце есть прямая ссылка. Вы можете в описании канала найти прямую ссылку. И я оставлю в закрепленном комментарии. Поэтому по любым личным вопросам, если вы хотите прогноз на месяц, на год, хотите натальную карту, знать свое предназначение, свои сильные стороны, тогда пишите в Instagram. Итак, 4 июля Венера, планета любви, красоты, гармонии, финансов, комфорта, входит в знак Близнецы и будет находиться там до 31 июля в вашем 7-м доме гороскопа. Это дом партнерства, договоренностей, клиентов, открытых врагов, судов и любых форм взаимодействия вы и другой человек.
Венера всегда смягчает, делает более приятной и благополучной ту сферу, куда она попадает. Поэтому июль может принести заметное улучшение в ваших отношениях с другими людьми. Если вы находитесь в паре, в этом месяце вы почувствуете больше тепла, симпатии, желания быть рядом, разговаривать, вместе что-то планировать. Это хороший период для примирения, если раньше было напряжение. Можно почувствовать, что вас слышат, поддерживают, идут навстречу. Если вы в разводе или в конфликте, Венера может принести шанс договориться по-хорошему, разойтись мирно или получить компенсацию. Если вы свободны или в поиске отношений, то возможны новые знакомства, особенно в поездке, в интернете, через переписку или разговор. Венера в Близнецах часто приводит интересных, легких и умных партнеров, с которыми интересно разговаривать. Также это транзит, когда деньги или подарки могут прийти через других людей, через партнера вашего, неважно, по бизнесу или по супружеской жизни, в личных отношениях. Могут прийти деньги через вашего партнера, клиента, человека, с которым вы общаетесь лично. Возможно, предложение о сотрудничестве, выгодная сделка, мягкое решение юридического спора. Клиенты могут быть более лояльными, а деловые партнеры настроены на взаимную выгоду. Ваша привлекательность в это время усиливается, вы будете нравиться людям, вас чаще будут приглашать куда-то, вам будет проще договариваться. Даже если тема личной жизни вам сейчас не актуальна, Венера может принести полезные и выгодные связи, приглашения, предложения, хорошие отзывы, подарки или помощь. Также Венера в 7 доме может дать вам рост доходов у вашего партнера, если вы в отношениях, и этот финансовый подъем может отразиться на вас, например, через общий бюджет, через подарки, оплату чего-то. Ваш супруг или ваш партнер что-то оплатит, поездку, поддержку, какая-то поддержка будет от него финансовая, может быть, или какие-то совместные траты. В этом месяце другие люди могут стать для вас источником ресурсов, комфорта, любви, денег или удачных возможностей. Главное, будьте открытыми к диалогу и не избегайте личных контактов. Дальше, 6 июля, Венера в Близнецах образует гармоничный аспект к Сатурну и Нептуну в Овне, и это активирует сразу 2 ваших сектора. 7 дом партнерства и 5 дом любви, детей и удовольствий. Этот аспект действует примерно 2-3 дня до либо после 6 июля, но может закладывать настроение на более долгий срок, если вы правильно его используете. Это хороший момент для закрепления новых или уже существующих отношений, для обсуждения серьезных шагов в паре, оформления договоренностей, начала совместного проекта. У кого-то это может быть первый спокойный разговор после конфликта, у кого-то желание сделать отношения более устойчивыми. Также возможно предложение по работе или сотрудничеству от приятных людей, с которыми легко находить общий язык. Если вы в творческой или в публичной сфере, то это хорошее время, чтобы красиво себя показать, оформить личный бренд, согласовать важные детали. Те, у кого есть дети, могут получить от них приятную новость, поддержку или повод для гордости. Если вы мечтаете о любви, семье, ребенке или совместной жизни, сейчас полезно проговорить желание или сделать шаг в эту сторону. День дает шанс соединить чувства и форму, мечту и реальность. Чтобы использовать этот аспект, не упускайте шанс поговорить с важным человеком, оформить какую-то идею, запустить креативный проект, согласовать то, что требует поддержки и структуры. 7 июля происходит одно из важнейших астрологических событий года. Уран — планета перемен, свободы, нестабильности, неожиданности и прогресса. Впервые за 84 года входит в знак Близнецы. Он заходит в новый знак примерно раз в 7-8 лет, и сейчас на несколько месяцев он активирует ваш 7 дом партнерства, чтобы окончательно закрепиться там уже в апреле 2026 года. Уран запускает обновления в этой сфере, приносит неожиданные знакомства, нестандартные союзы. Также могут быть внезапные разрывы или повороты в отношениях, браке, договорах, конфликтах или судебных делах. Все, что касается связи 1 на 1, начинает меняться, и чаще всего это по Урану неожиданно, не так, как вы планировали. Это не всегда легко, но через перемены Уран требует освободиться от устаревших форм и научиться взаимодействовать с людьми по-новому. Подробно об этом переходе, как он повлияет на вас и на наш мир в целом, что он принесет в ближайшие 7 лет, я рассказала в отдельном видео, и ссылку оставлю
под этим гороскопом. Переходите, смотрите, как он будет, в какую сферу жизни он будет заходить, по асценденту, по Солнцу, по Луне. Также я рассказала, где он был прошлые 7 лет. Сравнивайте, что у вас больше проигралось, по какому знаку. Лично я очень жду, когда Уран выйдет уже из знака Телец, потому что по асценденту я Водолей, и шел Уран по моему 4-му дому все эти 7 лет. Начиная с 2018 года у меня было нескончаемое число переездов. Сначала это были короткие, в одной стране, то есть с одной квартиры на другую, с одного жилья на другое, очень много. Потом это превратилось в эмиграцию. Я уехала в другую страну, там это все не прекратилось, и тоже еще 4 года с квартиры на квартиру, с жилья на жилье. И, кстати, были очень много моментов, когда это было не запланировано. Просто внезапно, посреди ночи, там, к примеру, позвонил хозяин квартиры, сказал: все, с завтрашнего дня там другие люди живут, и больше сдавать не буду. В общем, разные варианты были. Потом еще одна эмиграция. И я надеюсь, что когда он выйдет в 2026 году, я наконец-то найду себе уголок в этом мире и, в принципе, страну, в которой я бы хотела жить пока, потому что пока такой нет. В этот же день Венера делает гармоничный аспект к Плутону. Это очень мощное и приятное событие астрологическое. Этот аспект будет действовать около 2-3 дней вблизи этой даты и может принести важное развитие в переговорах, романтических историях, рабочих союзах или семейных разговорах. Это хороший день для заключения сделок, для серьезных разговоров, признаний, для мирного решения конфликтов. Если вы хотите что-то подписать, это тоже очень мощный день. И, кстати, по Плутону и Венере это может быть какая-то финансовая сделка крупная, какой-то договор или контракт, может, вы будете подписывать на работу. А кто-то из вас получит предложение, на которое стоит обратить внимание. Возможно, разговор, который начнется легко, неожиданно пойдет вглубь и приведет к доверительному сближению или к очень полезной договоренности и информации. Также это может быть сильный день для продвижения через соцсети, оформления документов, подачи заявлений или поездки, связанные с партнерством. Венера и Плутон усиливают внутреннюю харизму и притяжение, и вы можете оказаться в нужном месте в нужное время. И это приведет к важным контактам. Используйте этот день, чтобы не бояться рассказать что-то важное, высказаться. Может, у вас какая-то идея классная, о которой вы молчите и недооцениваете ее. Это я к примеру вам говорю. Не бойтесь ответить взаимностью кому-то, пойти на сближение или сделать шаг в сторону перемен. Все, что произойдет в диалоге с другим человеком, может иметь последствия, которые вы пока не видите, но которые изменят очень многое. 10 июля происходит полнолуние в знаке Козерога. Это момент кульминации, прояснения, завершения или результата в какой-то сфере. Потому что полнолуние — это всегда точка, когда что-то выходит наружу, становится очевидным, формируется ответ или решение, которое вы долго искали. Полнолуние может принести внешние события, разговоры, внутреннее осознание или развязку в ситуации, которая развивалась последние 2 недели, а иногда и дольше. Может быть, что-то вы начинали по новолунию в знаке Козерога. Не помню, оно было в декабре или в январе. Для вас, стрельцы, это полнолуние происходит во 2-м доме гороскопа. Доме личных денег, финансов, заработков, стабильности, самооценки, ценностей и всего, что вы считаете своим. Это значит, что около 10 июля вы можете получить конкретный результат, новость, платеж, расчет или решение, связанное с работой, доходом, личными усилиями или материальными вопросами. Может прийти зарплата, одобрение сделки, выплата какая-то, завершение обсуждения финансовых условий, возврат долга или четкое понимание, сколько вы зарабатываете и что с этим делать дальше. Также полнолуние может высветить тему ценности себя. Как вы себя оцениваете, насколько вы чувствуете себя уверенным или уверенной, умеете ли защищать свои интересы. Это может быть как результат какой-то внешний, так и эмоциональная встряска, если вы игнорировали свои потребности раньше. В любом случае, полнолуние помогает прояснить, на что вы можете опереться, что реально работает, а что требует пересмотра в сфере доходов и самооценки. Если вы давно чувствовали, что хотите работать голосом, петь, говорить, учиться, как-то звучать, то в полнолуние может прийти осознание, что вы больше не можете это откладывать, и одно поднимет на поверхность то, что давно зрело. Потому что 2-й дом — это еще дом голоса. Не обязательно, что вы начнете именно 10 июля, но идея, решение или первый шаг могут родиться именно в полнолуние, вблизи полнолуния.
Это момент, когда вы почувствуете, что я понял или я поняла, что это важно для меня, и теперь я это сделаю. Дальше, 13 июля Сатурн разворачивается в ретроградное движение в знаке Овна, активируя ваш 5-й дом гороскопа, зону любви, детей, творчества, удовольствия и личной инициативы. Сатурн — это планета структуры, дисциплины, зрелости и времени. Он требует выстроить в этой сфере что-то устойчивое, в сфере 5-го дома. Не играть, а брать ответственность. Если с весны вы начали новые отношения, проект, занятия с детьми или вышли на творческую сцену, сейчас может прийти этап переосмысления. Насколько вы серьезно к этому относитесь? Готовы ли вы не бросать это и вкладываться? Это время, когда важно отойти от импульса и проверить, на чем держится ваше удовольствие. Вы его избегаете или боитесь, что не справитесь. Сатурн совсем недавно, в мае, сменил знак и будет находиться в знаке Овна до 2028 года. И я записала отдельное видео, оставлю ссылку под этим гороскопом, переходите, смотрите подробно. Ретроградный Сатурн будет до ноября, потом он развернется в прямое движение. И до ноября, пока он будет ретроградным, будет давать возможность подкорректировать действия, пересмотреть график, принять зрелые какие-то решения в том, что вас радует, но требует вложений. У кого-то это будет тема детей, у кого-то собственного бизнеса, у кого-то хобби, у кого-то творчество. Переходите и смотрите подробно. В этом году много планет меняло знаки. Уран сейчас меняет знак, Сатурн сменил знак с Нептуном в мае, Юпитер перешел в знак Рака, в знак своей экзальтации, где он очень щедрый. Юпитер у нас планета удачи, расширения, подарков. Тоже оставлю ссылку, переходите, смотрите, что ждет по Сатурну в ближайшие 3 года, по Урану в ближайшие 7 лет и по Юпитеру в ближайший год, что он принесет. Для тех, кто в комментариях постоянно пишет, что я очень быстро разговариваю, объясняю, я хочу вложить как можно больше информации по гороскопу на месяц, поэтому я стараюсь быстро выкладывать всю информацию. Вот. И в основном пишут люди, которые не знают о такой функции, которая есть прямо в видео, в правом верхнем углу. Если вы видите значок шестеренки, вы туда нажимаете, видите слово «скорость», нажимаете на это слово и регулируете 0,5, 1, 1,5, 2. Увеличиваете мою речь, либо замедляете. Не увеличивайте, а ускоряйте мою речь, либо замедляете. Объясняю это в каждом видео, и вместе со мной вы видите, вы не только гороскоп смотрите, вы еще учитесь чему-то новому, если вы это не знали. Переходите, смотрите про Уран, Сатурн, Юпитер. Пишите, как он у вас проигрывался. К примеру, Юпитер 12 лет назад, когда был в знаке Рака, по асценденту он проходил по моему 6-му дому гороскопа. У меня изменилась рутина, у меня изменились мои обязанности. У меня родился младший братик, и я стала больше времени ему уделять, заботиться. Что я думаю, у нас еще дом служения, помогать родителям по дому. То есть моя рутина и бытовые обязанности поменялись. 18 июля Меркурий разворачивается в ретроградное движение в знаке Льва и будет ретроградным до 11 августа. Это происходит в вашем 9-м доме гороскопа, доме дальних поездок, за границей, оформления документов, обучения, преподавания, судебных и юридических дел, а также мировоззрения, убеждений и общения с людьми издалека, либо из других стран и культур, другой национальности люди. Ретроградный Меркурий — это не катастрофа, очень многие его боятся, это период пересмотра. Лично я в это время всегда возвращаюсь к каким-то зависшим делам, особенно бумажным, или то, что лежало, долго ждало, какие-то даже мелкие дела, которые можно было за 10 минут решить, все время откладывались, то по ретро-Меркурию все это очень быстро решается, закрываются любые вопросы. Но единственное, что у меня всегда с техникой, гаджетами, какие-то сбои, глюки, неполадки. Нужно либо чинить, либо перезагружать или покупать новое. Вот именно с техникой, гаджетами. И еще с автомобилем. Постоянно по ретро-Меркурию что-то происходит. Что может вам принести на событийном уровне ретроградный Меркурий в 9-м доме? Возобновление общения с человеком издалека, контакты с иностранцами или людьми другой культуры, возврат старых идей о переезде, путешествии, учебе, иммиграции, подаче документов заново или исправление каких-то ошибок в них, возвращение к каким-то вопросам виз, ПМЖ, подачи в суд или какие-то юридические дела, может быть, у вас может опять вернуться эта тема. Кто-то из вас снова начнет учиться, сдавать экзамены, редактировать книгу, пересматривать какой-то старый курс.
У кого нету таких вопросов по обучению, может включиться внутренняя перестройка взглядов. Вы меняете отношение к какому-то вопросу, отказываетесь от убеждений старых. Могут быть споры на тему морали, веры, ценностей, религии с близкими или просто у себя в голове. Может у вас поменяется мнение о религии или еще о чем-то. Ваше мировоззрение может поменяться. Также хорошее время, чтобы пересмотреть планы поездок, перенести билеты и вернуть деньги, изменить маршрут или поехать в то место, где вы уже были. Все, что тянулось по теме за пределами привычного круга, сейчас приходит на доработку, и это не лучшее время для начала нового международного проекта, но идеально, чтобы переделать старое, перезапустить, пересмотреть. Может, кто-то из вас по ретроградному Меркурию возвращается домой в отпуск с эмиграцией, может, вы живете в другой стране, или наоборот, едете к кому-то, каким-то родственникам там, в путешествие по 9-му дому, чаще всего, где вы уже бывали. Может и нет. Я один раз, кстати, по ретроградному Меркурию в 5-м доме, когда он был у меня, дом отпусков, но я поехала в новое место. Поехала в отпуск, на отдых, но в новое место. И очень классно все прошло, и классно провела, как сказать, неделю отпуска. Было очень круто. Поэтому не бойтесь путешествовать. Самое главное, перепроверяйте билеты, если вы покупаете. Если вы делаете какие-то покупки, нежелательно делать крупные автомобили, недвижимость, еще что-то. Если вы мелкие какие-то покупки делаете или какие-то гаджеты покупаете, телефон, там еще что-то, сохраняйте всегда чеки, чтобы была возможность вернуть или обменять, если что-то пойдет не так или вам разонравится. А так, в принципе, не стоит бояться ретроградного Меркурия. Просто могут быть какие-то сбои, опоздания и неполадки с гаджетами, техникой. 22 и 24 июля происходят сразу два важных события астрологических, оба в знаке Льва в вашем 9-м доме. Там же, где сейчас находится ретроградный Меркурий. Солнце входит 28 июля в знак Льва, начиная высвечивать темы 9-го дома. Все, что связано с путешествиями, образованием, документами, визами, судом, убеждениями, иностранцами, языками, выходом за пределы привычного. Это время, когда эти темы становятся активными, заметными и требуют вашего внимания. А 24 июля там же происходит новолуние в знаке Льва и запускает новый цикл, приносит что-то новое в этой теме, в этой сфере 9-го дома гороскопа. Это что-то связанное с, на фоне ретроградного Меркурия, это сочетание может дать вам какое-то обновление через пересмотр. Вы можете запустить повторную подачу на документы, пересдать экзамен, переделать маршрут, передумать что-то, вернуться к старым контактам с людьми издалека, по-новому взглянуть на судебное дело или, наконец-то, решиться на шаг, который долго откладывали. Что-то по-новому сделать в этот период вы можете. У кого-то будет начало учебы, запуск публикаций, оформление юридических бумаг, подача на визу или начало диалога с человеком другой культуры, другой национальности. Потому что некоторые пишут, почему вы говорите, что мы уедем, мы эмигрируем, мы будем общаться с какими-то, я не знаю, я говорила, к примеру, брак с иностранцем. А я всегда говорю, что это другая культура, другие национальности. Вы в своей стране можете встретиться с человеком другой национальности или культуры и выйти замуж, жениться. Это единичные комментарии. В большинстве случаев очень у меня интеллектуальная аудитория, которая мыслит более широко. Спасибо вам за это. И спасибо, кстати, за приятный комментарий. Очень много вы пишете. Мне очень приятно каждый комментарий. Я когда читаю, я улыбаюсь. Кстати, 9-й сектор вам очень знакома энергетика. 9-й сектор — это дом Стрельца, поэтому вам это все знакомо. Расширение взглядов, горизонтов, путешествия, обучение чему-то новому. Поэтому у кого-то из вас в этот период, в конце июля, может быть мощный сдвиг в восприятии. Вы по-другому начнете смотреть на жизнь, на веру, на себя в этом мире в целом. Новолуние всегда запускает что-то новое, а Солнце освещает. Так что если в последние дни июля вы ясно осознаете, куда хотите двигаться, то это очень хороший знак, что пора действовать, даже если шаги пока идут очень медленно.
Кстати, вернусь к теме аудитории. Сейчас нету времени, сейчас очень много запросов на то, чтобы я рассчитывала асцендент. Я просыпаюсь, рассчитываю асцендент, и ложусь, я рассчитываю асценденты, постоянно комментарии в Ютубе под всеми гороскопами. Сейчас очень много запросов, времени нет, но я думаю, в дальнейшем я сделаю что-то для вас приятное и буду среди комментариев разыгрывать раз в месяц бесплатный разбор натальной карты от меня. Буду вам рассказывать ваше предназначение, ваши сильные и слабые стороны, где как что проработать, где что как запустить, потому что мне хочется для вас что-то приятное сделать, потому что вы очень много приятных комментариев пишете, и мне хочется ответить вам взаимностью. Поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать, когда я это анонсирую, чтобы вы поучаствовали и, может быть, получили от меня разбор натальной карты. С 23 по 28 июля будет немножко такие напряженные дни. 23 июля Солнце секстиль Уран, это благоприятный аспект, но Венера будет квадратик к Марсу, это такой напряженный аспект, и день резких новостей, неожиданных поворотов в отношениях, предложений от партнеров или клиентов. Может всплыть какой-то конфликт или спор из-за разных целей. Лучше не настаивать, действовать гибко и не рубить с плеча. Очень хорошо обсуждать нестандартные решения, пересматривать договоренности и не спорить из-за контроля. 24 июля Солнце в аспекте к Сатурну и Нептуну. День конструктивных шагов. Можно оформлять документы, дорабатывать идею, спокойно вернуться к тому, что откладывали, особенно в теме учебы, поездок, творчества. Хорошо планировать, запускать что-то связанное с преподаванием или обучением. 25 июля напряженный аспект между Солнцем и Плутоном. Возможен жесткий разговор, давление, конфликт на почве взглядов, правды и морали. Не лучшее время для выяснения отношений и доказательств. Лучше отступить, не принимать резких решений, пересмотреть свое отношение к этой ситуации и отложить, если у вас есть какой-то важный диалог или переговоры, какие-то собеседования, лучше отложите после 28 июля. А уже 28 июля Венера будет гармоничный аспект делать к Хирону. Это день примирения и восстановления доверия, теплого общения с партнером или человеком, с которым была дистанция. Можно извиниться, получить поддержку, закрыть обиду. Хорошо для отношений, для переговоров, для подарков и для спокойных личных разговоров. Я всегда говорю, что астрология — это не гадание. Особенно, когда кто-то пишет в комментариях, что, к примеру, сегодня был комментарий, ну вот, конец июня, где у меня смена статуса. То есть человек не слушает, что 10-й дом — это не только про статус, или это не обязательно, что в конце июня у вас 100% будет статус, если у вас в личной карте аспектов нет. Всегда говорю, что это общий прогноз. Но, к примеру, я сейчас сказала, что будет напряженный аспект с 23 по 25 июля. И кто-то, кто хотел пойти на собеседование, ему дали выбор, можете прийти на собеседование 23 июля, либо 28. И сейчас вы уже знаете, что лучше 23 по 25, когда там жесткие аспекты, не идти ни на какие диалоги. Человек прослушивает этот гороскоп, он просто назначит собеседование на 28 июля, и все пройдет легко, удачно и без каких-то там резких, не то чтобы конфликтов, да, а каких-то неожиданных поворотов. Так, 31 июля Венера переходит в знак Рака и будет там до 25 августа. Нужно вообще с вами какой-то, не знаю, прямой эфир или отдельное видео создать и проговорить. Я не знаю, если мне дальше будут писать, слава богу, комментариев не так много таких, но если дальше будут какие-то странные комментарии писать, то мы с вами сделаем рубрику «Странные комментарии» и будем, я не знаю, буду выкладывать, будем над ними смеяться и разбирать их. Так, 31 июля Венера меняет знак, переходит в знак Рака до 25 августа. Для вас, стрельцы, это активирует 8-й дом гороскопа. Сфера чужих денег, финансовой поддержки, долгов, налогов, выплат, интимной близости, наследств, страховых и кредит я уже говорила. Выплаты по страховкам могут быть или какие-то юридическое оформление финансов какое-то может быть. В этот период могут появиться деньги от партнера по 8-му дому. Венера может принести увеличение дохода у вашего партнера. Могут появиться деньги от родственников, кто-то вам отправит или просто, не знаю, поможет вам с чем-то. Инвесторы также, клиенты, помощь, поддержка, выплаты какие-то, алименты, пособия, возврат долгов тоже по 8-му дому. Можно успешно оформить кредит в этот период, получить согласие на финансирование, договориться о финансовом распределении в паре или в бизнесе. Траты могут быть на психологов, на лечение, на налоги, на страхование, на вложение в партнерский бизнес.
на восстановление и глубокую трансформацию, если для вас это актуально. Работа с своим психоэмоциональным состоянием, с психологами, психотерапевтами. В отношениях может быть углубление, переход на другой уровень доверия. По Венере в 8 доме может быть больше интимной жизни. Могут быть важные разговоры на тему «мы» и общие финансы, «мы» и близость. В быту может вам захочется уединения, больше тишины, глубины, духовных практик, или наоборот появится потребность решать финансовые вопросы через банк, юриста, нотариуса. Также возможно неожиданная поддержка от человека, с которым у вас есть эмоциональная или родственная связь, особенно если раньше эта связь не была активна. В общем, это время, когда вы получаете ресурс, финансы не напрямую, а через других людей. 8 дом — это деньги, которые не заработаны нами самими. То есть, если 2 дом — это деньги, которые мы заработали, 8 дом — это деньги, которые приходят через других людей, через кредит, через возврат налогов, через возврат долга. У кого-то могут быть вопросы наследства, кто-то получит наследство, кто-то будет оформлять документы по наследству. Также инвестиции. Если вы раньше куда-то инвестировали, может сейчас какие-то дивиденды вам придут, или сейчас вы решите инвестировать по Венере в 8 доме. Июль для вас, стрельцы, это месяц, когда многое придется переосмыслить, завершить, уточнить и выстроить по-новому. Меняются взгляды, отношения, планы на будущее, особенно в темах партнерства, поездок, документов, образования, общения с иностранцами и в теме финансов. Это не время для резких стартов, а время для возвращения к важным вопросам, чтобы довести их до ума. Возможны неожиданные повороты в отношениях, ключевые разговоры, решения по деньгам и оформлению. Главное не бежать вперед, а осознанно пройти то, что назрело. Все, что вы сделаете в июле с вниманием и зрелостью, даст крепкую основу на осень. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Подписывайтесь на Инстаграм. Там я больше личным делюсь. И со временем, когда вас станет больше, может быть, добавлю еще какую-то астрологическую рубрику. И там будем обсуждать разные вопросы. По любым вопросам пишите мне в Инстаграм. Спасибо вам большое за просмотр. И я желаю вам удачного и счастливого месяца июля, дорогие стрельцы.